Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, сегодня будем творить контент. Я тут вижу, уже есть 6 богов, есть дизраптор, есть инвокер. Короче, сегодня можно сотворить прям такую булочку с маком интересно. Ну, я, по крайней мере, хочу постараться. А как бог рандома решит, это мы, соответственно, посмотрим. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам дня. Не забудь поставить свой лайк сейчас, а если ты не подписан, то подпишись. На мой телеграм тоже подпишись. Ну а если есть у тебя возможность, то стань спонсором. Я буду очень-очень благодарен тебе за это. В общем, у меня какая-то черная полоса в жизни наступила. В плане того, что мне тупо как-то не идет по играм. Вот я заметил, что второй день я пытаюсь снять что-нибудь такое прикольное, интересное. На самом деле, знаете, почему такая черная полоса? Потому что я пытаюсь снять что-то такое необычное, интересное и, ну, даже можно сказать, уникальное, да? А не на мете там играть и тому подобное. И из-за этого так мне тяжко, потому что все играют на мете, все такое, и чтобы что-то такое интересное снять, но, если честно, это какая-то лютая каторга. Вот, тут есть сумка Пандамена, и я вот подумаю о том, что можно было бы собрать себе Сларка в 3 звезды, там через убийц, либо же через гритеров, но посмотрим. Я как бы не хочу загадывать, я хочу посмотреть, что из этого, соответственно, выйдет чуть позже. То есть, пока что я... О, пандочка. А может попробовать через панд как-то поиграть? На самом деле здесь можно и на 6 шаманах сыграть. Но если честно, я на 6 шаманах не особо хочу играть, потому что я недавно их показывал. Ну как недавно? Ну, может, с неделю назад. Хотя хрен его знает, когда их... Я уже не помню, когда их последний раз, если честно, показывал. Ладно, ладно. Короче. Что я хочу? Ну, если будут идти панды, мы будем делать контент с пандами, потому что контент с пандами довольно-таки редко появляется на канале. Вы знаете, редко, но метко. Ну и, соответственно, если он начинает появляться, то, соответственно, несколько дней подряд он может идти, потому что может хорошо идти. Ну, ладно. Тут магический плащ-пальто пришел, но... Я его брать не хочу сейчас. Вообще, знаете, я хочу попробовать, может, на воинах сыграть. Чистокровных воинах. Собрать себе 9 воинов через Кирасу, через Керри воина. Можно вот через Берсерка, кстати, поиграть. Но просто тут такие есть легендарки обалденные, что воины могут это просто не потащить. Элементарно есть тот же самый Зевс, который может ваншотать всех воинов напрочь. Ну ладно, я как бы не буду, скажем так, сейчас загадывать на будущее, но я просто понимаю, что меня могут легко законтрить. Особенно если 6 богов там поставят, допустим, и какого-то сильного керри, условного того же Зевса под 6 богами, с хорошими предметами, он просто кабину разорвет. Кстати, я тут выпустил ролик с песчаной эгидой, и что я вам хочу сказать, что песчаная эгида стала появляться в очень много играх. Не знаю, это только у меня, либо же у всех так. Ну, если что, в комментариях, то поделитесь и скажите, это у всех или только у меня такая особенность. Потому что в действительности керри песчаная гида теперь, ну, играет довольно-таки жестко. Она много сборок может законтрить. Да, условных тех же самых лютых перебурщенных инсеков она не законтрит. Но все же. Не, ну на самом деле она и инсеков может законтрить. Все зависит от того, какой там инсек. Вот условно, если в этой игре появится инсектоид через камень Киры, о, ну это будет печально. Это будет печально. Болтов на 28. Хочется культурно сказать, но, скажем так, болтом по 28 поводят по губам очень жестко. Если, соответственно, там будет камень Киры, инсек и инвокер. Ну, инвокер на самом деле это лютый персонаж, хотя на самом деле вот его как-то жестко нерфанули. Вот его ветра стали очень мало дамажить, во-первых. Не знаю, с чем это связано. ЕМП вообще не дамажит, от слова совсем, вот не знаю, ЕМП перестала дамажить прям, вот, аж расстраиваюсь немножко. Эх, я, кстати, поставил орков в надежде на то, что, может быть, мне упадет орк. Ну, кстати, тролль пришел, сейчас вот тролля поставлю. Может, мне тролль придет, берсерк легендарный. Все-таки есть некая вероятность. Если, конечно, бог рандома захочет, чтобы оно мне приходило, значит, оно будет мне приходить. Ну ладно. Это я, знаете, уже на удачу как-то смотрю. Но все-таки надежда умирает последняя, поэтому нужно топить до талого. Надо верить. Хоть в что-то надо, но верить. Ну, в принципе, все. На этом игра строится. То, что ты должен в что-то верить, что-то
иметь какую-то надежду. Надежду, что инсект не появится, надежду, что тебе повезет прям хорошо по фигурам. Ну вот, прям как-то так. В этом вся игра. Тут пока непонятно, кто что собирает, но я уже вижу заранее, что там будет собираться Кири и Гида. То, о чем я говорил. Боже. Саня, что с тобой? Ты что, разучился разговаривать? Короче, то, что я говорил. Керри и Гида появляются в очень много играх. Еще мне хитрец пришел без клевера. Это... Ребят, мне пришла панда без клевера и без какого-либо нытья. Алло, это что происходит? Хитрец одна из самых желанных фигур на старте. Есть, конечно, еще нефритовый генерал, которого ты дико хочешь на старте получить, потому что нефритовый генерал своими камнями так по горбу проезжает, что... А-та-та. Ну ладно. Будем пробовать. Ну, если будет и дальше хорошо идти, тут, понимаете, нету реликвии яиц, чтобы вот прям сыграть на пандах. Нету реликвии яиц. Если бы была реликвия яиц, то я был бы уверен, что 100% играл бы на пандах. Так, привет-привет. Запись. Удачно. Поделился своим мнением с моими подписчиками. Подписчикам, точнее. 2 панды. За 2 раунда. А что происходит? Вроде бы Новый год прошел, никакого праздника у меня нет, день рождения тем более нету. Почему мне 2 панды подряд пришло? Может, мне сейчас и 3 придет? Удачи, будем ждать ролик. Вот реально надеюсь, что все получится. Поэтому сразу передаю привет своим подписчикам. Сильно меня не бейте, пожалуйста. Не играйте на мете, пожалуйста. Потому что мои подписчики зачастую, когда меня видят, у них глаза кровью наливаются, и они начинают играть на мете. И даже может появиться инсек. Опасно, опасно. Очень надеюсь, что не будет какой-то метовой сборки. Очень надеюсь. Буду в них верить. Буду верить в лучшее в них. Так, блин, ну мне пока орки идут неплохо, в принципе. На самом деле, знаете, можно было бы попробовать сыграть на 6 орках плюс 4 бога. Но это будет очень слабо. Но только если через дизраптора, хотя через дизраптора есть намного желания сборки. Тут есть еще и 6 богов. Можем, в принципе, играть через орков до того момента, пока я не соберу себе 6 богов, потом перестроиться, сделать себе Кири Дизраптора, либо же Кири Зевса. Добавить туда инвокером. На самом деле, под инвокера 6 богов ультра слабо работают, ребята. Не имеет смысла собирать 4 бога даже под инвокера. Я заметил то, что на инвокера не работает 4 бога. Это, ну, как по мне, это тупо. То есть, КД, которая была на способностях, такое и остается КД. То есть, оно не меняется. И это бред. Ну, как по мне, это бред. Ты ставишь 4 бога и думаешь, что у тебя инвокер сейчас будет кастовать что не в себя, а по итогу что мы имеем? А мы имеем хитреца сейчас 2 звезды. Ну и когда ты ставишь 4 бога, то ты думаешь, что ты имеешь уменьшенное КД на его способностях, а по итогу игра имеет тебя, а не... Ну, короче, вы поняли. Блин. Ну это по факту ж, ну по факту ж. Так оно и есть. Ты думаешь одно, а игра совершенно иное. Но это тупо. Я считаю, это максимально тупо, то, что на инвокера не работает 4 бога. 6 богов работает, но только на предметы. А в целом не работает. Это бред. Бред. Ладно, все. Проехали. 10 раунд. Хитрец в 2 звезды. Через яйцо. Сказать, что я удивлен? Охренеть, как удивлен, если честно. Очень удивлен. Типа, хитрец. 10 раунд в 2 звезды. Когда это было видано? У меня такого не было давным-давно. Так, Марс в 2 звезды. Сюда эту прикормку. Сюда. Это нам надо. Пока так, хотя не вот так вот сделаю. Немножко синергию воинов себе поставлю. Давай клевер. Спасибо. Я не знаю, какую реликвию... ну да, какую реликвию брать. Вот тупо не знаю. Вот так вот сделаю. Вот. Будет у меня 3 воина и 2 орка. Плюс 150 хп лишним не будет. Я, наверное, возьму мастерскую бума. Всегда пригодится.
Инсект собирается. Или охотник. Но я думаю, это инсект будет. Я не думаю, что это будет охотник. Я думаю, 100%, что это будет инсект. Так, что у тебя тут? Опа, песчаная эгида. Ребят, то, о чем я говорил, то, что песчаная эгида стала появляться ультра много. И ультра много где? Да. Ну, ребят, как я и сказал ранее, напишите в комментариях, как часто вам попадается эгида, потому что мне очень часто она попадается. Заблокировать сразу инсеков, чтобы вывести одну фиолетовую фигуру и 2 фигуры 3-го тира. Ну, чтобы просто не маячили. Дешево, зато минус 3 фигуры из пула. Вкусно? Вкусно, считаю. На самом деле, это блокировать инсеков это универсально. Особенно, если ты не играешь через них. Ну, как по мне. Но это если, конечно, ты на воинах не... Ой, на воинах, на зверях не играешь. Потому что на зверях там есть змейка, которая ты, ну, очень хочешь видеть. Змейка имбовая. Опа, еще песчаная гида. Прикольно. Не, ну это жестко. Пока что у меня все хорошо. У меня деньги есть, хпшка есть, хитрец 2 звезды есть. Жестко? О да. Так вот. Против песчаной эгиды на шестиворках будет очень тяжело играть. Особенно если там эгида будет ультра тяжелая и ультра толстая. С ультра хорошими предметами. Потому что здесь еще и леший есть, на секундочку. Который может натворить делов. Ну, леший не очень-то и опасен. Просто это бог. Плюс это полуорк. Вместо той же самой бесполезной энчи ты ее ставишь. И 4 бога получаешь. На последнем месте играет пока через лустрики, через баф людей. На первом месте там довольно-таки неплохой стол. Мне бы хотелось, конечно, поставить баф людей. Но пока некак их ставить. Кстати, знаете, как мы можем здесь играть? Если здесь инсека не будет, то мы можем сыграть через 4 кунг-фу, керри хитрец и 6 магов. Это будет неплохо. Тут есть Зевс, тут есть инвокер. Поставить еще сильных магов вдобавок, и вообще по кайфу будет. Я думаю, можно попробовать. Думаю, это будет неплохо. Мне бы, конечно, сейчас поставить бы фуловое кунг-фу, потому что с фуловым кунг-фу я бы сейчас чувствовал себя замечательно. Сейчас бы Марс и обезьяну, либо же просто Марс, либо обезьяну. Я бы поставил себе 4 кунг-фу. 4 кунг-фу вообще обалденная синергия. Но только есть один минус. Кунг-фу бьет чистым уроном. И как я уже ранее говорил, на нее отхил не работает, на эту синергию кунг-фу, потому что бьет чистым уроном. И еще есть момент, то, что если у твоего противника будет щит 5-го тира, и ты ваншот делаешь, и щит 5-го тира возвращает этот урон, то фигура у тебя ваншотается. Это печально. Это очень печально. На первом месте играют через камень Кира, точнее жезл Кира. Вот это, конечно, ну, как бы будет больно. Если соберется как надо. Но на самом деле, когда я соберу свою сборку, мне будет вообще плевать на эти гоблины ранние в 3 звезды и тому подобное. Кунг-фу есть кунг-фу. Кунг-фу это мощь. А если мне еще и предметы хорошие придут под кунг-фу, то забей. Это будет развал кабины без смс-регистрации. Опа, плюс еще одна пандочка. Блин, ну мне уже нравится. Вот-вот-фу. Но мне нравится. Так, ставим себе еще одну пандочку. А вдруг? Надо будет найти еще один клевер себе. Сейчас посмотрим, что у меня упадет с мобов. Рольну предмет, зарандомлю. Если упадет клевер, вообще прекрасно будет. Всех клевером обмажу. И вот, кстати, ребят, по поводу кунг-фу, кто вдруг не знает. Если вы берете клевер, то клевер работает на синергию кунг-фу. То есть она повышает вероятность срабатывания синергии кунг-фу. Насколько? Не знаю, потому что официальных цифр нигде нет. Как часто срабатывает, ну какой там процент срабатывания у этой синергии кунг-фу. Но клевер, как для серого предмета, один из самых лучших под синергию кунг-фу. Но кто вдруг не знает, как работает синергия кунг-фу, то рассказываю. Чем больше у вас урон с руки, либо со способности, тем выше вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Чем меньше у твоего противника, соответственно, хп, тем, соответственно, выше вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Вот такие две особенности в каком-то там патче добавили. Ух ты, ёшкин. Как же мне хорошо идет хитрец. Так знаете, что мы сейчас делаем? Мы можем поставить сейчас баф людей, ставить кучу панд. Можешь? Ну, в принципе, мы можем так сделать. Хотя нет, наверное, не можем. Ну, не можем, в принципе. Ладно, воины отменяются, ребят. Панды хорошо идут, воины отменяются.
Возьму колечко плюс 25. И посох первого тира засуну в него. Четко? Я думаю, четко. И вот так вот баф людей. Сюда. Марс не хочу пока что продавать, но, скорее всего, мне понадобится его продать. Все, идем в полную экономику. Вот на самом деле, когда тебе панды хорошо идут, тебе настолько плевать. Ты можешь тупо сидеть в уровень и играть через панд. Вот просто заметьте сейчас, насколько насколько у меня хорошая экономика с хпшкой. Жестко? Я думаю, жестко. Сейчас урона магического у меня, в принципе, неплохо. Еще посох третьего тира получу, так вообще будет имба. Главное его получить. Так, там винстрик уже сбили 5. Пивная панда, энигма идет. Вообще можно, знаете, как еще играть через кунг-фу? Вы можете поставить себе синергию духов. Кстати, решилось, что еще один клевер найти. Мне, в принципе, вот эта вот палка первого тира, она мне не нужна. Она бесполезная. В общем, о чем я говорил? Блин, прикиньте, из головы вылетело, о чем я говорил. Ага. Тут будут гритеры с Керри эгидой. Вот на самом деле не понимаю, зачем ставить себе гритеров и Керри эгиду. Да, это прикольный нюк, но это прям не имба. Ну, там 8 секунд КД будет, а плюс она и себе урон наносит. Ну, не знаю, как по мне, есть более желанная фигура, которую ты взять хочешь вместо эгиды. Условно, там, Doom, Антимаг, обезьяна та же. Ну, короче, все. Как они у меня летают тут по всей доске. Ну, кстати, он может меня своим тинкером вынести, причем запросто. У него же просто не только тинкер есть, у него еще есть и ШД. Он еще и грима собирает. Ой-ой-ой. Если он соберет себе грима в 3 звезды... Че, серьезно? Че? А как так? А как мне так хорошо идет? Обалдеть. Неужели это будет ранний хитрец? Даже без реликвии яиц. Серьезно? Ну это скилл, ребят. Это 100% скилл. И Винстрик я, кстати, проиграл. Ой, там ШД. Посмотрите, сколько урона ШД наносит. Просто на секундочку обратите внимание, сколько урона ШД нанес. Ну там и... Там, на самом деле, там все накидали урона. Но ШД тоже неплохо там нес урона. Это у него еще грима нет, понимаете? Если у него будет грим-тач, то там будет печалька. Не знаю, возможно, мне придется поставить морских. А, вспомнил, ребята, я вспомнил, о чем говорил. Дико извиняюсь. Вот это вот, знаете, когда ты начинаешь одну мысль, не закончил ее, потому что ты отвлекся на какое-то событие здесь и действие, то... Про посох Киры только сегодня у тебя смотрел. Я уже заметил, что ты только сегодня ее посмотрел, потому что ты сразу реализовал этот жезл Киры. Короче, я не понял, почему у меня сейчас такая тонна предметов. Потому что я как бы сролил половину предметов. Что за бред? А, это баг. Все, понял. Это баг, потому что, видите, что у меня, что у моего противника те же самые предметы были сролены, поэтому... А, хотя, подожди. Короче, я думаю, это баг. На 20-м раунде я еще раз попробую рольнуть предмет, потому что мне нужно еще один клевер найти. Я этот клевер использую в еще одну панду. Напомню, что разные панды имеют свою вероятность срабатывания синергии пандоменов, поэтому имеет смысл ставить множество панд. И так же само касается клеверов. То есть в каждой панде можно по клеверу закинуть. Тем самым повысите себе шанс срабатывания. А я говорил по поводу синергии кунг-фу, как можно еще усилить... я надеялся, что это, конечно, сейчас ко мне пришел хитрец. Я думал, что я сейчас хитреца в 3 звезды соберу. Ну ладно. Насколько все хорошо сейчас? 71 хп, почти 9 уровень. Ну да, это баг, короче. Короче, это баг. Я в будущем это переделаю предметы на другие предметы. Короче, смотрите.
Как можно еще играть на синергии кунг-фу? Я напомню, что синергия кунг-фу может срабатывать на способности, на тычки, на урон с предметов. И, соответственно, все предметы, которые наносят урон, либо возвращают урон, имеет смысл брать на синергию кунг-фу, потому что вы тоже будете иметь вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Это жестко, в этом особенность синергии кунг-фу. Но из-за того, что понерфили синергию кунг-фу, без чернокнижников тебе туго играть. Ну, возьму, наверное, хаотичный договор. Или может взять плащ. Завесу. Вот эту. Кстати, синергия кунг-фу. Здорово. Ну, так, наверное, пока что поставлю. Я, наверное, уберу легионку, уберу Лину. Ну, надо, наверное, без синергии пока что людей поиграть. Да, вот так вот сделаю вообще. Из экономики вышел. Ладно. Я полностью синергию кунг-фу сейчас поставлю. Нет смысла как бы мне от магов. Но цемочку я оставлю, она манреген будет. Я пока не буду, короче, спешить с реликвией, попозже спешу. Так вот. И поэтому вы можете взять себе поставить синергию духов. Полную. 6 синергий духов. Напомню, что синергия духов после окаменения, когда наносятся 2 тычки, либо проходит определенное время, наносит урон от максимального хп вашего противника. Тут, конечно, Гритер против меня. С Кири Луной. Я думаю, у него ничего не получится. Ну, по крайней мере, мне синергию духов нет смысла собирать. Ну, посмотрим, короче. Если Гритер останется, то синергию духов мы, естественно, собирать не будем, потому что это будет бессмысленно. Но ставим себе 6 духов. Срабатывает окаменение, срабатывает урон. И есть вероятность, если окаменение сработало от панды, ну, от любого носителя синергии кунг-фу, то есть вероятность, что нанесется синергия кунг-фу. Урон с синергией кунг-фу. Это жестко. И так же самое можно, вот, допустим, тех же самых ставить морских. И если от этой ну, короче, от любого носителя синергии кунг-фу сработает урон от морских, то, соответственно, тоже будет вероятность, что сработает синергия кунг-фу. И это жестко. В этом особенность синергии кунг-фу. Мало кто понимает, как она правильно работает, но вот теперь, я думаю, вы знаете, как она работает. То есть все, что наносит урон и срабатывает конкретно от носителя кунг-фу, имеет вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Вот. Вот. Поэтому вот так. Ну, мне нужна одна пандочка. Ну дай ты мне одну пандочку, пожалуйста. Ну одну всего лишь. Ну я ж, ну чё? Ну чё ты, а? Ну не жлобись, одна пандочка. Я хочу раннюю панду в 3 звезды. Либо яйцо. Панда, либо яйцо. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Там минера, кстати, нашел чел. Ого. Леший уже там раскрыт. О, говно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, а тот чел минера нашел с помощью панды. Потому что легендарная фигура минер-то не раскрыт. Ну, скилл. Скиллуха. Чистейший скилл. Боже. Как мне хочется обматерить этого инсектоида. Хитрец на самом деле хорошо чистит этот спам. Вот инсеков. Но если он сейчас будет огромный, а у него уже 9 уровень, у него... Да... Еще и магическая панда ко мне пришла. Очень прекрасно. Прекрасно, прекрасно. То, что доктор прописал. Ну, просто... Ладно. Это трындец, ребят. Ладно, посмотрим. Может, я этого инсека еще и заберу в будущем. Просто у него там, понимаете, у него дизраптор. Если, не дай бог, он найдет себе сейчас камень Киры, то я не знаю, как его контрить. Можно будет поставить себе синергию морских, конечно, но она не факт, что поможет. Только если у меня будет какой-то магический дев. Пока что он, конечно, играет не через дизраптора. Вот у меня аж нос зачухался. Удивительно, что еще не чихал. По идее, должен уже чихать. Потому что инсект собирается. Так вот. Он, если найдет себе камень Киры,
то он будет играть либо же через инвокера, что очень сильно будет, либо же через дизраптора, что тоже очень сильно будет, потому что если там 3 дизраптора, 3 звезды будут появляться, то там забей. Там будет развал кабины. Ой, хорошо. Чисто уклонился от всех ракет. Сюда, 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 эту прикормку. Вот это я понимаю, подгон царский. Все, 25 раунд, хитрец 3 звезды. Сейчас, если посох 3-го тира нахожу, забейте. Это будет минус передние зубы у моих противников. Так, клевер я не хочу скипать. Да я на самом деле сейчас спешить не буду со скипом. Я посмотрю, какие здесь предметы выпадут мне с мобов. Если что, мобов я должен вообще в легкую разобрать. Синерия кунг-фу это вам не шутки. Синерия кунг-фу это имба. Разваливать будет, дай боже. Так, чел там уже нашел себе, мать, насекомое. Угу. Хорошо. Хорошо. О, уже Т3 панда. Ого! Так. Это мне нравится. Я доволен. Так. Мне нужен мифриловый доспех. Либо же шар бездны. О, двойные клыки, кстати, тоже обалденная тема. Против инсека самое то. 50% урона по дублирующимся фигурам наносить. Хорошо будет. А если там ваншот прилетит, вам, ну там, я думаю, вы прекрасно сами понимаете, сколько там урона будет. Аппарат, кстати, тут есть в игре. Мы его видим. Но аппарат, на самом деле, его как-то жестко нерфанули. И я не понимаю, почему и как его жестко нерфанули. Типа, он сейчас вообще почти урона не наносит, этот аппарат. Это такой кринж. Зачем разработчики так сделали, я не понимаю. Очень слабый аппарат. Я вот открывал лобби, тестировал его, собирал его, собирал с хорошими предметами, и он так мало урона наносит. Боже. Да. Мне, кстати, будет нужно еще найти рок войны первого тира в инвокера. Я же хочу инвокера еще поставить. Надеюсь, это будет полезно. Боже, сколько урона. Ну, кстати, больше всего сейчас магического урона нанеслось, если синерия кунг-фу таки не сработала нормально. Если что. Так, возьмем Разора. Возьмем, сейчас поставим. Так, сюда. Минера, кстати, раскрыл. Сюда. Всего 6 магов, отлично. Минер мне не нужен. 6 магов поставил, чтобы было минус 85% сопротивления магического. Против инсека это работать не будет, потому что когда инсек перерождает свои фигуры, они дебаф магов теряют. Но я магов поставил сейчас против других, а против инсека надо будет подумать, что поставить. Скорее всего, я поставлю синергию духов. Там, конечно, такой противный инсек будет, не дай бог, конечно. Надеюсь и верю в то, что там инсек будет очень слабо. Но на самом деле, если у меня будут хорошие предметы, там щит 5-го тира, молнии 5-го тира, БКБ, то я, в принципе, могу спокойно забирать этого инсека. Потому что у меня и двойные клыки есть, и посох 3-го тира есть. Ну, то есть, хорошие сейчас предметы. Еще и винстрик забрал. Я думал, что у него, если честно... Этот, как его там? Хаотичный договор. Тает. Яйцо. Охо-хо. Ну, яйцо я, наверное... Да и тайда я на самом деле не хочу скипать, потому что надо будет смотреть от ситуации. И собирать я, кстати, буду, если что, Марси. Хотя и обезьяну можно было бы собирать. Не знаю, мне кажется, Марси будет попрофитнее. Просто Марси не нужны предметы на скорость атаки. Марси нужны... нужна мана. Гидов 3 звезды. Но это на самом деле хрень делать гидов 3 звезды через гритеров.
оно особо не работает. Ну, типа, может и работает, но, как по мне, слабо. Просто есть фигуры, которые ты намного сильнее хочешь. Не, ну если бы он собрал, знаете как? Собрал бы себе Грима, собрал бы себе ШД, Эгиду, там, антимага сверху еще. Было бы очень сильно. Ну, если бы ДКБ, в рту росли бы грибы, да, есть такая фраза. Я на самом деле сейчас задумался о том, как же мне против этого инсека-то жить по итогу. Синергию духов ставить. Но пока что он не нашел камень Кира, я его должен спокойно сносить. Но это пока что и не нашел камень Кира. Дизраптор пришел. Ну, мне Дизраптор, в принципе... Не знаю. Не знаю, как лучше поступить. Пока у него нет камня Кира, все будет хорошо. Я буду спокойно чистить все. Он, кстати, нашел если что Никса, на секундочку. Но, если он найдет себе камень Киры, а у меня не будет никакого магического сопротивления, то он меня, скорее всего, дизраптором и инвокером задушит. Ладно, я сейчас слишком много об этом думаю. Мне, кстати, только что каким-то образом снесли хитреца. Неплохо. Я-то думал, что он меня не заберет, а по итогу он меня забрал. Блин, ну значит, может морских поставить все-таки. Так, инвокер сюда. Инвокер сюда. Разора пока продавать не буду, разор мне необходим. Потому что, может быть, я поставлю себе синергию духов. Ладно, для меня на самом деле сейчас самое опасное это инсек все-таки. Сейчас, наверное, предмет 5-го тира найду. Там есть просто несколько желанных предметов. То же самое бессмертие мне бы хорошо зашло. Радик тоже бы неплохо зашел. Хоть он раз в 3 секунды намажет. Ладно, я возьму рефрешер. Рефрешер я беру для того, чтобы не то, чтобы способность откатывать себе, а чтобы у меня был хороший монореген. Ну и вдруг, если там я никого не убью, то, соответственно, чтобы у меня способность откатилась, и у меня хитрец постоянно летал. То есть ради этого я беру. Возьму, короче, завесу и зарандомлю. Понял. Ладно, разора пока продам. Попозже, если что, найду, если будет так критично необходимо. Так, еще одно яйцо. Неплохо, неплохо. Так, дизраптора мне не... Я дизраптора продал, он ко мне пришел. Ты прикинь? Пу-пу-пу. Я, наверное, щит 2-го тира уберу. А себе посох 1-го тира засуну, чтобы у меня было просто больше магического урона. Завеса неплохая тема на самом-то деле. На 6 мехах на самом деле сейчас... Ёб твою... Ой-ой-ой, серьезно? А вот это вот уже шляпный движ. Вот это сейчас плохо. Но сейчас посмотрим, как я его контрить буду. Если все будет неплохо, то оставляем как есть. Но мне, скорее всего, надо будет синергию духов и чернокнижников поставить, потому что у меня не будет никакого сейчас хп-регена. С чернокнижниками у меня хп-реген будет только тогда, когда я буду... Когда не будет срабатывать синергия кунг-фу. То есть магический урон, который будет наноситься, я, соответственно, буду хилить. Хилиться буду от чернокнижников. А все, что будет наноситься от синергии кунг-фу, хилиться не будет. Короче, надо синергию духов ставить. Так, инвокеров 2 звезды сюда. Синергию духов ставим, потому что можно еще и чернокнижников будет поставить. Да отвянет меня темпларка. Не хочу я через тебя играть. Я уже через тебя миллиард раз играл. Так, так. Морф сюда, но мне нужен этот. Феникс. Феникс мне нужен. Где мой Феникс? Вот мой Феникс. Сюда.
Вот этот герой, если что, это Феникс из Доты. Разорчик. Так, возьму СФ, а сейчас вместо ЦМки поставлю. Чтобы у меня было 4 чернокнижника. 30% хп-регена как бы нормально будет от способностей. 10% фигня, а вот 30% это уже то, что доктор прописал. Инсект там уже 2 челов выкинул. Ну это люди. Как же культурно их назвать, этих инсеков? Ладно, я буду, наверное, искать предмет 5-го тира. Кираса. Ну, Кираса пойдет, на самом деле, тоже неплохо. Кираса даст мне просто броню. Даст пожить. Особенно, когда там будут спавниться вот эти вот пеньки, эти форжи. То мне просто даст пожить немножко. Немножко даст пожить. Хотя, на самом деле, может, мне стоило все-таки зарандомить предмет. Так. От обезьяны проку не будет вообще. Потому что там будет сайленс на мне на лицо накидываться. Можно было бы, конечно, собрать ее в 3 звезды, эту обезьяну. Но мне кажется, это будет хрень полнейшая. Синергия духов будет срабатывать сегодня? Где окаменение мое, алё? Вы прикиньте, окаменение тупо не срабатывает. А как... Все, я остался 1 на 1 с инсеком. Опасно, опасно. Не, ну если так и дальше пойдет, то в принципе я вынесу. Щит 5-го тира неплохо. Конечно, жалко, что мне молнии 5-го тира не упали. Упали бы молнии 5-го тира, я думаю, было бы намного профитнее, потому что у меня есть посох 3-го тира, и кто вдруг не знает, то посох 3-го тира работает на этого, как его там, на молнии. Там будет не 200 урона, а 600 урона с молнией. А, соответственно, это триггер для синергии кунг-фу. Ну, сейчас посмотрим, как оно будет. По идее, должен его сейчас спокойно забирать. На, сколько урона! Дамаж, 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 дамаж. Давай, 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 души, 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 души его. Души родненького. Он еще и ченом своих инвокеров сумонит. Но, кстати, инвокер в действительности стал намного слабее, чем был. И как же хорошо, что все-таки я Кирасу взял. Если бы у меня не было Кираса, вот эти бы форжи мне сейчас бы минус миллиард брони бы сделали, они меня тупо ваншотнули потом в конце. Пу-пу-пу. Надо алхимика у него будет забирать. Вот тебе и тупая игра на инсеках. Тупо. Что мне нужно с 4-го тира? Радик, кольцо, БКБ. БКБ вообще будет шикарно, если придет. Цепочка 50 на 50. Ладно. Взгляд Зесса упал. Что тут? Чё? Все хрень. Цепочка, кстати. Ну, можно вместо клевера засунуть пока что. Клевер, конечно, сильный предмет, но просто цепочка дает урон магический. Нужен ли мне так рефреш? Зачем мне реликвия яиц, когда мне так хорошо яйца идут, а? О, не, да, без мать насекомые, пока сиди.
Вот это ужасная сейчас ситуация у меня. Чел поставил себе дизрапторов, сейчас в одну кучу как бы постараюсь закинуть героев. И я надеюсь, что будет именно туда лететь способность дизраптора. И у меня хитрец не будет стоять в этом, в сайленсе. Надо БКБ. Не найду БКБ, мне торба. У меня тупо хитрец не сможет летать. Почему щит 5-го тира нормально не срабатывает? Где активация синергии кунг-фу с помощью щита 5-го тира, а? Марси не пришла. С рефрешером еще он. Да, 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 да. О, инвокер. Инвокер. Серьезно, ну какой драконий рог? Мне этот драконий рог ни в одно место сейчас не укакался. Это очень плохо. Я не скажу, что это прям дерьмо-дерьмо, но это не тот предмет, который мне нужен. Мне нужно БКБ. Без БКБ я здесь ничего не сделаю. А синергия морских мне может, кстати, и не помочь. Я вот, кстати, не понял, почему так редко сейчас срабатывает окаменение. Дай камень ему на 2 секунды, в это время у меня хитрец полетает и набьет ему лицо. Не знаю, поможет ли здесь 6 морских? У меня просто нету никакого магического сопротивления сейчас. И он меня выжжет быстрее. Даже если я 6 морских поставлю, хоть и 60% урона уберу, там просто появляется 3 дизраптора. С огромной тучей на всю карту. Еще яйцо. О, сюда. Так, блокируем. Не знаю, я сейчас поставил всех в левую сторону, чтобы именно только туда накидывалась туча. Если переживу этот раунд, то найду БКБ, станет попроще. С Радиком было бы еще лучше. Без БКБ, конечно, очень грустно будет. Не знаю, 6 морских. Ну, типа, блин, ну можно попробовать 6. Хотя хрень, наверное, 6 морских. Срезу 60% урона. Морские будут наносить тоже урон, когда сработают. Ну просто тут, понимаете, в чем прикол? Мне надо Тайда найти, которого я продал. Но по идее, может быть даже, кстати, помогли бы 6 морских. Боже, ваншоты не сработали. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус 22, серьезно? Не-не-не-не-не-не-не. Как же я обожаю этих инсеков. Просто, ну... Наверное, я все-таки ошибку совершил. Надо было ставить 6 морских, а не ЧК. И духов. Духи ультра слабо срабатывали. Аппарат вообще это, ну, сказочный. Сами знаете, кто добавите. Короче, мне кажется, надо было поставить 6 морских. Но понимаете, в чем прикол? Почему у меня было такое лютое сомнение? Во-первых, если бы я поставил себе 6 морских, я бы жил.
Окей. Но у меня не было бы никакого хп-регена, потому что на способности работают только чернокнижники, а хитрец у меня не бьет с руки. Надо было, знаете, на запаску собирать себе обезьяну, ставить себе потом гридеров, и чтобы обезьяна просто с палки своей сносила всех и вся. Либо же ту же самую Марс, и просто продавать и ставить гридеров. С гридерами я бы в 90% случаев с такими предметами, думаю, его бы забрал. Ну, там, маску еще 5-го тира бы взял себе под обезьяну. Ну, короче, надо было на подсейв собирать себе все-таки обезьяну. И ставить гридеров. Все. 6 морских могли мне не помочь. Типа 60% урона я бы срезал, окей. Но меня бы постоянно выжигали, никакого отхила бы у меня не было. Возможно, с некой вероятностью сработала бы синергия морских. Как работает синергия морских? Если вам нанесли 100 магического урона, точнее, вы поглотили 100 магического урона, то, соответственно, там максимум, по-моему, 300 урона магического будет от синергии морских. Вы нанесете, соответственно, по области, там, радиусе 2 клеток. Или в 3 клеток. Ну, короче, нанесется магический урон. Но тот магический урон, по-моему, не бафается с посоха 3-го тира. Я уже, если честно, не помню. Но если бафается, то надо было все-таки попробовать. И, может быть, это бы помогло. Но так как у меня не было шара бездны, кстати, еще такой вот момент, сейчас скажу по поводу морских. Если же вы поставите себе шар бездны, и у вас будет 6 морских, и вы будете поглощать больше. Короче, если противник будет вам наносить 99 магического урона, то синергии морских срабатывать не будет, потому что вам самое главное условие там нанести, чтобы 100 и больше магического урона. Тогда произойдет через 2 или 3 секунды возврат урона от морских. Там, по-моему, максимум 300 магического урона. Но, блин, мне кажется, морские бы не помогли. Вот честное слово, меня бы быстрее просто выжигали. Медленно, но верно меня бы выжигали. И морские бы срабатывали раз в 3 секунды, и за эти 3 секунды мне бы так табло просто напихали по самое не хочу. Не знаю. Катка интересная, прикольная. Говноед на инсеках выжил. Молодец. Ну, красавчик. Что ему делать? Просто лайк. Такая сборка. Просто. Как же сложно играть на инсеках. Ой, ладно. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.